Ну почему вы считаете, что я обхожу ноутбуки Lenovo стороной? Наверное, потому что я постоянно в кепке Asus. Ну нет, у меня есть еще кепка Acer, есть еще наша фирменная кепочка Технозончик, да их полно на самом-то деле. Но я не буду обходить Lenovo. Давайте сегодня вам подборку ноутбуков Lenovo, которые актуальны в 2024 году, от самых бюджетных рабочих до самых монструозно дорогих и уже как альтернатива даже настольным игровым ПК. Все это вот на лето 2024 года на канале Технозон. Поехали. Ну, во-первых, конечно же, подписавшись на наш канал, нажав колокольчик, вы сделаете мне приятно. Ну и, конечно же, не пропустите дальнейшие обзоры и позволите нам развивать наш канал дальше. А мы сегодня начнем с очень интересной темы ноутбуки Lenovo. Меня действительно начали клевать в комментариях, писать, что ну как ты так обходишь ноутбуки Lenovo, это топ, а ты постоянно на своих Asus. Ну, во-первых, Asus'ами я пользуюсь, видите, что у меня здесь Asus ROG Strix, у меня есть Asus ROG Scar, ну, Lenovo у меня тоже были. У нас есть ноутбук Lenovo, Леночка? У Леночки рабочий ноутбук Lenovo, и действительно у меня к нему претензий нет. Особенно если говорить про серию какую-нибудь ThinkPad рабочую, то это вообще альтернатива MacBook'ам. А если брать новую серию, то там вообще все круто. Ссылки на эти ноутбуки я размещу в описании под видео, а мы с вами уже начинаем с самого дешевого. Самый дешевый не значит, что самый плохой. Это такой оптимальный ноутбук до 20 тысяч гривен или до $500 фактически для работы и учебы. То есть это вот для работы и учебы на AMD Ryzen 5 7520U до 4,3 ГГц. И что самое интересное, здесь хороший IPS экран, размерчик шикарный, 15,6, Full HD, IPS матрица, 16 гигабайт LPDDR5. Да, на нем не поиграешь, потому что здесь AMD Radeon 610M графика. Но это 4 ядра, 8 потоков, с 4 мегабайтами кэша третьего уровня. С достаточно неплохой базовой яркостью в 300 кандел. Но здесь нельзя апгрейдиться. Однако стоит неплохой M2 NVMe SSD на 512 гигабайт, который можно, кстати, апгрейднуть. Стоит 5 гигагерцовый Wi-Fi 5, но это все дело стоит 20 тысяч гривен. То есть можно говорить, что это не самые топовые характеристики и поиграть нельзя, но мы говорим здесь конкретно про работу. Таблицы, социальные сети, учеба. Ну, например, у нас в стране все учатся в Google Class, да, используют, вообще не вопрос, Google Meet. Ну и, конечно же, посмотреть кино, ютубчик тоже спокойно вы на таком ноутбуке можете. И за 19 тысяч гривен, кому необходимо сэкономить, это действительно неплохой вариант, потому что это все-таки Lenovo. Кстати, смотрите, вот здесь акция написана: обновляйтесь с выгодой по трейд-ину и получайте дополнительную скидку 10%. Давайте посмотрим, что это такое. Да, на Телемарте сейчас идет: обновляйтесь и сдавайте старое железо по трейд-ин и получай дополнительную скидку до 10%. Кстати, распространяется на Kingston, Intel, MSI, Lenovo и Kingston Fury. Вот так вот, здесь есть отсылку, тоже вам закинул в описании под видео. Поехали дальше. Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 5 14ERL8. Кстати, неплохо. Очень мощный, легкий для работы или уже программирования даже до $1000 за 34 тысячи гривен. Здесь у нас процессор поинтересней. Intel Core i7 13620H до 4,9 ГГц. Терабайтничек M2 NVMe SSD. И тут у нас уже экранчик OLED 14-дюймовый с большим тачпадом 1920 на 1080, 16 гигабайт LPDDR5. Ну, конечно же, на Intel UHD Graphics. Поиграть абсолютно без вариантов. Но это OLED экран для работы, для программирования. Или знаете, как любят, знаете, в кафе там прийти с макбуками разложиться. Вы можете так прийти с Lenovo яблоко налепить. Хрен кто отличит, я вам честно скажу. Особенно с таким OLED экраном у вас еще будете как подсветка такая, знаете, как в фильмах, там смотрят на какую-то священную книгу, и там такое свечение, вы здесь будете смотреть на экран, и люди будут обращать внимание. Я вам серьезно говорю, OLED-экран тут очень прикольный. 10 ядер, 16 потоков, 25 мегабайт, почти 25 мегабайт кэша третьего уровня. На секундочку, ребят. У нас яркость 400 кандел на метр квадратный. И плюс еще у нас соответствие цифровому пространству DCI-P3. И еще есть сертификация HDR 500. Вот так вот там HDR экранчик. У нас есть с вами LPDDR5, которая тоже распаяна на плате, 5,2 ГГц. Ну и SSD-шничек, конечно же, PCI NVMe Express 4.0 X4. И плюс еще у нас Wi-Fi 6E. Слушайте, а вот это вот уже топовый рабочий комп.
То есть это топовый такой ультрик, у которого просто нереальная батарея. Он весит всего лишь 1,46 килограмм. Такие ультрики на таких процессах спокойно до 8-10 часов работы вытягивают, как и в принципе вот этот вот первый вариант. У него тоже батарея там работает просто идеально. Потому что она здесь 47 ватт-часов. Хотя он и пластиковый, ну как-то так. А у этого, кстати, подождите, у этого у нас батарея 56,6 ватт-часов. Вот. И тут такое 10-12 часов он будет работать вообще без проблем. А если базово говорить примерно в той же цене за 33 тысячи гривен, ну или как мы берем такой себе рейтинг до 1000 долларов, еще и хочется поиграть, то тут уже можно брать базовый какой-то игровой момент. Это IdeaPad Gaming 3, 15 ACH6 на AMD Ryzen 5 5600 до 4,2 ГГц. 15,6 дюймов экранчик Full HD, 16 гигабайт DDR4, и здесь у нас стоит NVIDIA GeForce RTX 3050 для ноутбуков. Не самая мощная. Не самая мощная и не самый легкий ноутбук, потому что у него здесь стоит хорошее охлаждение, и он весит 2,25 килограмм. И по толщине он тоже у нас 24,2 мм. Если брать этот ультрик, он 16,9 мм, а первый у нас 17,9, то этот уже так 24 мм. Хотя проц у нас неплох, 6 ядер, 12 потоков, 16 мегабайт кэша третьего уровня. У нас дискретная видеокарта на 4 гигабайта на GDDR6 с GPU Boost Clock'ом до 1635 МГц. Многие могут сказать, что 3050, ну, слабовато видеокарта. Ребят, для того, чтобы поиграть на каких-то средних настроечках с DLSS вы спокойно можете. Вообще не вопрос. Но здесь еще немаловажный момент. 120-герцовая матрица позволяет нам смотреть фильмы без фризов 24-кадровые. То есть вот примерно как-то для кино более предпочтительно 120 Гц, чем 60. У нас 2 слота оперативной памяти, то есть память у нас не распаяна, но заявлен максимальный объем 16 гигабайт. Есть веб-камера и... Честно вам скажу, 45 ватт-часов, хотя и заявляют до 5 часов. Поверьте, такой ноутбук в режиме игры будет работать не более полутора часов. В эконом-режиме, да, пожалуйста, до 5 часов, я думаю, вы спокойненько получите. Когда выкрутите яркость минимум, отключите дискреточку, и тогда у вас там что-то будет нормально работать. Именно по батарее. Это не для батарейного варианта работы, не для мобильного. Дальше. Если вы готовы заплатить, допустим, немножко побольше, то опять же до 1000 долларов можно на Intel Core i5 получить Lenovo LOQ. Вот так вот называется, Lockheed. 15 IAX, это выговорить тяжело, 9. Короче, Core i5, 12450HX, терабайтничек, SSD-шничек. Он очень похож по параметрам на предыдущий, то же самое у нас RTX 3050, немножечко тоньше, немножечко легче. Тоже те же самые, ну, получается у нас проц чуть-чуть другой, 12 мегабайт кэш третьего уровня. И видеокарта здесь имеет GPU Boost Clock до 1,7. 1732 МГц. То есть видеокарта будет чуть побыстрее работать. У нас матовый экранчик со 100% покрытием sRGB, 144-герцовый экранчик. Плюс у нас 32 гигабайта максимально возможной памяти, хотя установлено всего лишь 16 гигабайт в 2 слота по 8 гигабайт. Вот как-то так. Можно немножечко его улучшить. И здесь батарея лучше. 60 ватт-часов. В принципе, при текущей конфигурации тоже до 5 часов заявляют. Будет работать. Вот этот вот я бы, честно вам скажу, покупал бы. Он для меня предпочтительнее, чем вот этот вот IdeaPad Gaming 3. Цена тоже до 1000 долларов, но... действительно поинтереснее, вот даже по характеристикам. А если брать что-то пооптимальнее и подороже, и уже такое более серьезное для игр, более серьезное для видеомонтажа, то на Core i7 13620H до 4,9 ГГц с терабайтничком M2 NVMe SSD, 15,6 экранчик Full HD IPS, но здесь уже RTX 4060. 16 гигабайт у нас DDR5, вес 2,5 килограмма на 25 мм толщины. 10 ядер, 16 потоков, 24,5 мегабайта кэша третьего уровня. И здесь уже 8 гигабайт видеопамяти, GPU Boost Clock до 2,3 ГГц, 2370 даже. Дальше у нас дисплейчик 144 Гц.
Есть поддержка G-Sync, максимально возможная память 32 гига и плюс у нас здесь аккумулятор 60 ватт-часов до 5,3 часа. Но опять же, в режиме игры вы не должны рассчитывать на более чем 1,5-2 часа, потому что, даже полтора максимально. У меня есть большой опыт игровых ноутбуков. Но свет выключили, вы там 1,5 часа можете поиграть. А если кино посмотреть, то, конечно же, до 5 часов спокойненько сможете отработать. А вот следующий ноутбук, это уже, знаете что, это уже ThinkPad. Мощный, надежный, очень... Их любят, эту серию ThinkPad любят именно за, знаете, за что? За автономность. И за то, что они работают до последнего. Вот он уже распадется, но он будет еще работать. И работают они годами. ThinkPad это действительно заслужившая себя серия, заслужившая доверие серия рабочих ноутбуков. Вы здесь не найдете мощной видеокарты. Здесь стоит Intel Iris Xe. Но здесь 32 гигабайта DDR4. Здесь неплохой 14-дюймовый IPS Full HD экранчик. Он весит всего лишь 1,4 килограмма. Толщина 19,8 мм. И он здесь на Intel Core i7 1355U до 5 ГГц энергоэффективному. 10 ядер, 12 потоков, 12 мегабайт кэш третьего уровня. Матовый экранчик 60 Гц. И максимально можно расширить память до 64 гигабайт. Очень любят программеры эти ноутбуки. А знаете за что? Ну, кроме того, что здесь Wi-Fi 6, у него 57 ватт-часов батарея при текущем процессоре и при экране 14 дюймов, поверьте, 10-12 часов работает просто как детки в школу ходят. Понимаете, я вам серьезно говорю, у меня есть опыт, опять же, работы на таком же Intel Core i7 1355U, у меня Asus есть ZenBook 14, именно на таком же, тоже там 14-дюймовая IPS-очка и тоже на такой же графике. И работает примерно с такой же батареей, и работает, я вам скажу, ну там заявлено до 21 часа, работает 15 часов железно. Ну, как есть. Очень неплох. Программеры действительно очень любят. И ThinkPad у нас всегда стоил недешево, 52 тысячи. Как в принципе и следующий ThinkPad X1 Carbon Gen 12. Это у нас, знаете как, это прям топ. Он ультра легкий, он весит всего лишь 1 килограмм 90 грамм. Да, цена у него, конечно, просто-напросто космос. Но это Intel Core Ultra 5 125U с NPU и сопроцессором искусственного интеллекта до 4,3 ГГц. Это 32 гигабайта LPDDR4. Это опять же 14-дюймовый IPS Full HD экранчик толщиной всего лишь 14,9 мм. На секундочку. 12 ядер, 14 потоков, 12 мегабайт кэш третьего уровня, 60-герцовый экранчик, достаточно яркий. И тут у нас соответствие цветового пространства sRGB 100%, 400 кандел на метр. Максимально у нас может быть 32 гигабайта, но на 6,4 ГГц память. Очень быстро распаянная на плате. Терабайтничек PCI NVMe Express 4.0 X4. У нас, конечно же, стоит Wi-Fi 6 и батарея 57 ватт-часов. Так вот, в таком варианте он спокойно 10-12 часов отходит на батарейке вообще просто без вопросов. Это один из самых крутых рабочих ультриков. Я вам серьезно говорю, просто. Вот напишите, кто что знает про ThinkPad. Именно от Lenovo. А дальше у нас идет игровой монстр. Сказал бы я, ноутбук Lenovo Legion 5, 16 IRX 9 на Intel Core i9 14900HX до 5,8 ГГц 24-ядерный. 32 гигабайта DDR5, Nvidia GeForce RTX 4070 для ноутбуков. Конечно же, вес тут уже 2,4 почти, с толщиной 25 мм. Смотрите, 32 потока, 36, почти 37 мегабайт кэш третьего уровня, GDDR6 8 гигов, GPU Boost Clock 175 МГц. 140 Вт, кстати, TDP. Дальше, 16-дюймовый экранчик, 2560 на 1600, 165-герцовый матовый, sRGB покрытие цветового пространства 100%, G-Sync Low Blue Light для защиты глаз. Максимально можно влепить здесь слотовая память 64 гига, кстати, базово там стоит 5,6 ГГц память. Ну, терабайтничек M2 NVMe, это понятно, здесь Wi-Fi 6E стоит и батарея 80 ватт-часов. Для игрового ноутбука, то есть знаете как? Blackout пришел, а играть продолжаете. Прикольно, 80 ватт-часов, это действительно очень крутая батарея у него.
прикольная клавиатура с классной, кстати, клавиатура с коротким ходом, вообще шикарная, мягенькая, просто бомба. Ну и цена, конечно, 89 тысяч. А следующий ноутбук, это уже такой, я бы сказал, кастом, Lenovo Legion Pro 7, 16 IRX 9H. И здесь уже идет RTX 4090. Терабайтничек SSD-шечка. Intel Core i9 14900HX до 5,8 ГГц. 16-дюймовый IPS-экранчик 2560 на 1600 с весом 2,6 кг. 24 ядра, 32 потока, 37 мегабайт кэша третьего уровня, почти 37. 16 гигов GDDR6 видеокарте. GPU Boost Clock до 2,040 МГц, 175 Вт TDP. Матовый экран, 500 кандел на метр, очень яркий. Цветовое пространство DCI-P3 100%. Дисплей HDR400 сертификат. Low Blue Light. Dolby Vision экран, еще и с поддержкой G-Sync. У нас два слота по 5,6 ГГц стоит память, 32 гигабайта DDR5. У нас, конечно же, здесь Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и батарея, на секундочку, 100 Вт. 100 Вт-часов батарея. 100 Вт-часов батарея. То есть вот эта вот хрень за 163 999 спокойно тягается с моим Asus ROG Strix Scar, который у меня есть, тоже 17-дюймовый, с Dolby Vision экраном, на 4090. Вот эта штука, она мощнее из-за своего процессора. Я прям вот рекомендую, если вы большой, скажем так, поклонник бренда Lenovo, то это прям вот топ-топ. Ну и цена, конечно же, в принципе, да, впечатляет. Ну, а я вам обещал, вот в начале ролика я сказал, что вот только про Lenovo. Вот вам и про все ноутбуки Lenovo, которые можно купить на текущий момент, на лето 2024 года, вот, которые я считаю просто-напросто очень сильно достойными. В разных ценовых категориях для разных целей. А с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.